Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body поздравляет всех с наступившим Новым годом. И в Новом году хочется пожелать нам всем, конечно же, мира, здоровья и достижения новых спортивных успехов. А первый выпуск в этом году мы посвятим, по вашим многочисленным просьбам, такому известному всем упражнению, как пуловер. И покажем по нашему рейтингу упражнения, вернее вариации этого упражнения от лучшей до худшей. Ну что, друзья, номер один в нашем топе вариаций пуловер — это именно то, что сейчас вот я вам показал и Андрей показывает. Почему именно эта версия? Сразу говорю, мы основывали наш вывод по реакции наших клиентов, наших подопечных. Такие спортсмены, как Андрей, там я, Дима, все бывалые, нам все равно, чем делать, как делать. Что делать, мы везде извлечем пользу, но очень важно простым людям, вот обывателям среднего спортивного уровня или тем более начинающим получить комфорт во время выполнения упражнения. Здесь все хорошего. Обратите внимание на спину. Андрей растягивается и теперь прижимает поясницу. То есть для поясницы эта версия самая-самая удобная. Теперь второй момент. Опускаемся вниз. Леха не спешит. Теперь здесь. У большинства людей в этот момент возникает болевое ощущение в плечевом суставе. Мы за счет торса можем приподняться и снять нагрузку с плечевого сустава с помощью межреберных и прессиком сократиться. 2. Это второй плюс, который помогает сохранить здоровье плечевого сустава. 3. Естественно, сама по себе растяжка и межреберных, и пресса. Что делать очень комфортно, потому что ваша спина не гуляет, вы находитесь в хорошем положении. 4. Как я уже показал, можно делать с блином, особенно для многих начинающих, для девчонок это удобно, его удобнее держать. А для тех, у кого уже вес большой, рабочий, он переваливает там далеко за 10 килограмм, естественно, гантелькой будет делать удобнее. Поэтому первое правило, что надо помнить, неважно в какой интерпретации пуловер, это податливый подконтрольный вес, ни в коем случае не гонитесь за весом. И второе, это комфорт при выполнении. Еще раз скажу, напомню. По всем нашим исследованиям, наших подопечных, именно эта версия занимает первое место по удобству и безопасности. И опять же, сейчас Андрей покажет вам, вы видели, как он ложился, и он покажет, как удобно и просто вставать именно из этого положения. Давай, закругляйся и покажи. Грудь, ножки, 1, 2, 3. То есть никакого дискомфорта, никаких рисков ни для поясничных, ни для плечевых суставов. Номер 2 в нашем топе вариации упражнения пуловер — это обратный пуловер, который мы выполняем на блоке. Почему это упражнение? Да все потому же, что и первая причина. Большинству новичков, большинству людей среднего уровня развития это упражнение очень комфортно заходит. В кроссовере, как правило, используется в этот момент 4 ролика, 4 блока. Поэтому движение для суставов, для плечевых очень мягкое. Широчайшая мышца пружинит в максимально возможной амплитуде. Вот вверху она, сейчас Андрей покажет, давай. Растягивается. И обратно реактивной силой мы выводим. Бамс. И в нижней точке, вот как Андрей хорошо показывает, мы подключаем и верхний отдел спины. В отличие от даже упражнения с гантелькой лежа на скамье. То есть мы еще больше задействуем мышечных волокон именно в этой технике. Почему на втором месте, а не на первом? Потому что некоторым тяжеловато к нему привыкнуть. Но когда вы освоили первую технику, которую мы показали, то следующая именно вот на втором месте, это уже многим поддается, многим становится понятно. Когда у вас есть номинальный мышечный тонус, какой-то базис. Это упражнение номер 2, еще раз скажу, вернее, это вариация в нашем топе вариаций пуловер.
Третье место в нашем топе – пуловер со штангой на согнутых руках. Оп. Первое, на что стоит обратить внимание, это удобство занимания исходного положения. Если вы, правильно, исходная штанга на груди, попробуйте сделать, допустим, с той же гантелькой, например, килограмм 30 и выше, то вам крайне неудобно будет заводить за голову, вы начнете сгибать руки, и очень часто люди просто краем гантели бьют себя по затылку. Штанга позволяет сделать это как можно проще и удобней. Теперь начинаем работу. Для чего нам нужна именно штанга, как я уже сказал, да? Чтобы не цеплять себя по голове. Благодаря этому мы берем достаточно большой рабочий вес. Эта версия именно для ребят, как правило, которые хотят уже извлечь максимум пользы, поднять силовые показатели, вот, набрать немножечко мышечной массы. Поэтому мы берем не гантель, а штангу. Плюс согнутый рычаг позволяет нам вот сейчас потянуться с каждым повторением поглубже. И опять же удерживать корректно хороший большой рабочий вес. На наш взгляд, и не только на наш взгляд, а и по мнению наших подопечных, это более удобно, чем огромная неудобнейшая гантель. Поэтому троечка твердо в нашем топе. И теперь, друзья, если вы хотите, если вы особенно тренер, чтобы ваш подопечный возненавидел упражнения пуловер, четвертая версия нашего топа именно для вас. Для начала обратите внимание, как удобно, в кавычках, занимать исходное положение. Дальше. Вот, Андрей показывает как раз, как большинство выполняет. Руки сгибаются в локтях, трицепс работает полным ходом, хотя непонятно никому, нафиг он здесь нужен. Просто держать даже положение корпуса поперек скамьи, это тоже крайне неудобно. И даже больно многим. Когда ровные руки, больно. Я очень мало людей, не только я, мы видели, которые могут действительно использовать весь потенциал именно этой вариации, у которых есть достаточно растяжки, чтобы растянуть и широчайшие хорошо, и корпусом поработать. Ну, таких людей, наверное, единицы. Поэтому, и теперь смотрите, как удобно вставать. И пуловер такой делать не надо. Поэтому четвертая версия в нашем топе, можно даже назвать, это уже будет антитоп, это именно вот это вот. Никому и не советуем. Плюсов практически нет, одни минусы и неудобства и дискомфорт. А так, пользуйтесь на здоровье. Андрей, несмотря на эту нехитрую композицию, уже подустал. Мастер Softbody с вами прощается. Андрей, Дима, еще раз поздравляем вас с наступившим Новым годом. Всем мира, добра. И мы благодарим Group Orange за предоставленную возможность снимать наши ролики. До свидания, друзья. До новых встреч.